Друзья, сегодня у нас тест-драйв автомобиля, который покорил всю мою семью. Началось все с того, что мой 9-летний сын подошел к открытому окну, увидел этого веселого голосового помощника, значит, так замер и потом сказал всего одну фразу: «Пап, вот это имба!» Я не знаю, что это означает на их молодежном языке, но, наверное, что-то хорошее. Потом в машину села моя супруга, причем сразу на второй ряд. Откинула кресло, включила массаж и уже через минуту записывала сообщения своим подружкам. Я как будто лечу бизнес-классом в самолете. Но что касается меня, то больше всего меня поразила здесь шумоизоляция. И я решил, что именно с нее мы начнем сегодняшний ролик. Сейчас сделаем стандартный замер на нашей трассе и поставим его в число, в таблицу рейтинга. И вы знаете, если он не попадет в число лидеров, то нам придется либо заменить прибор замера шумоизоляции, либо уволить монтажера. Два замера 60 и 100. Поехали. Я не знаю, что покажут цифры. У нас табличка есть, табличка наша честная, непредвзятая. Вот, но в число лидеров он точно должен зайти. Вы знаете, здесь по шумоизоляции все очень хорошо они сделали. Шума не слышно от стекол вообще. Глухо. У них, как мы вам рассказывали на обзоре, стоит система активного шумоподавления. И вот едешь здесь как будто в такой вот какой-то капсуле. Ну что, друзья, с шумоизоляцией разобрались, а сейчас буквально 2 минуты для тех, кто впервые попал на наш канал. Обзор на NIO ES9 уже есть на нашем канале. Если вдруг вы не видели, обязательно после этого ролика посмотрите. Ну а для самых ленивых, вот, пожалуйста, вот здесь табличка, посмотрите цифры, поставьте на паузу, изучите все. Опять же, для того, чтобы у вас было понимание, что за автомобиль мы сегодня тестируем. Ну ладно, некоторые факты я все-таки повторю. Потому что некоторые факты действительно поражают, просто поражают, когда начинаешь изучать этот автомобиль. Ну, во-первых, это самый большой внедорожник в мире. Ладно, не внедорожник, кроссовер. 5,37 длина его. Это больше, чем Mercedes GLS, это больше, чем BMW X7, это даже больше, чем длиннобазовый Range Rover. В основе ES9 лежит 900-вольтовая архитектура и собственный 5-нанометровый процессор для помощи водителя. Также у них своя собственная система, операционная система SkyOS и полностью активная подвеска. Правда, она есть не во всех комплектациях. Сегодня мы, кстати, сравним две версии. У нас сейчас версия без активной подвески, а затем в конце ролика мы вам покажем версию с активной подвеской и скажем вам, стоит ли вообще переплачивать за эту активную подвеску. Также здесь подруливающая задняя ось и управление по проводам. То, что пугает сейчас большинство людей, которые не верят в технологии китайские. Друзья, но это работает, это внедряется сейчас практически во все топовые автомобили. И вы знаете, честно, это что-то удивительное. Это что-то такое, необычное. Вы едете, и вы управляете автомобилем одной рукой, без перекладки. Я могу развернуться на месте, не меняя положение руки, понимаете? Вот что такое управление по проводам. Когда вы едете медленно, руль перекладывается резко быстро для каких-то маневров. Если же вы едете на скорости, то система аккуратно, плавно тоже, опять же, вводит вас в поворот. Это хорошо. Поначалу немного непривычно, поначалу страшновато даже в какой-то момент, но к этому очень быстро привыкаешь. И вы знаете, что самое страшное? Что обратно потом вернуться очень сложно. Давайте вернемся к тест-драйву. По посадке, по расположению здесь замечаний вообще нету. Настроить можно под себя как угодно. Есть небольшое замечание, когда сначала садишься и такой вот, что это за руль? Вот лично у меня возникло такое чувство, когда я сел еще сюда за руль на обзоре. И вот сейчас тоже, опять же, я сажусь на тест-драйве и думаю, ну как такому огромному автомобилю, больше 5 метров, поставили вот такой маленький какой-то смешной руль. Каких-то дискомфортов в управлении нету совершенно. Визуально, вот просто визуально немного он не добавляет солидности автомобилю. И все.
сейчас мы хотим протестировать автопилот там, где мы тестировали AITA M6. Не автопилот, друзья. Обратите внимание, карта у нас не активна, это просто удержание в полосе. И вот сейчас мы подъезжаем к тупиковой дороге, и налево уходит проселочная, где AITA справилась великолепно. Вот. Это вам к вопросу о том, чей автопилот лучше. На сегодняшний день Hima, Huawei, да, автопилот, у них один из самых лучших. Дальше, наверное, я бы отнес Xpeng, а затем Lysian. Там постоянно говорят, что у Lysian плохой автопилот. Нет, у Lysian шикарный автопилот. NIO среди лидеров, она находится в таком вот самом, наверное, на последнем месте. Но среди лидеров, не среди всех автомобилей, а именно среди лидеров. У них тоже классный автопилот, свой автопилот, но вот он уступает. И вот знаете, у нас на канале был ролик «Автомобиль президента». Это был Hongqi EHS9. И вот я скажу, что вот он, электромобиль президента. Вот здесь действительно настолько все комфортабельно. Вы знаете, по нашим обзорам я очень сильно любил, да и люблю Zeekr 9X. На мой взгляд, это один из самых люксовых, престижных кроссоверов. Классный, комфортный. Но вот именно автомобилем президента я бы назвал NIO ES9. На сегодняшний день из кроссоверов, из вот такого форм-фактора, именно этот автомобиль максимально люксовый, максимально комфортный и максимально подходящий вот под это название. Как я вам в начале ролика сказал, первый раз моя жена села в автомобиль, и она была просто в шоке от всех функций. Когда она увидела столики, вытаскивающиеся, раскладывающиеся, она хотела пищать. Она такая, что это такое? Что они еще тут придумали? Она села, увидела экранчики сзади. Просто вроде как какая-то мелочь такая. Но настолько она вызвала у всех у нас восторг. Меня поразила шумоизоляция. Меня поразило освещение, которое вырезает вот так секторами, понимаете, машину. Вчера я ночью ездил, и я не ослепил ни одного водителя, который ехал впереди меня. Вот он четко вырезает, обратите внимание, даже подснял вчера. Передо мной ехала Тесла, я ни разу не увидел, чтобы на зеркале этого автомобиля было свет фар. Все было классно. Да, освещение пока еще не идеальное. Я думаю, что те же BMW и Mercedes имеют уже с годами настроенную систему гораздо лучше. Но для китайского рынка, друзья, это, я считаю, очень достойный уровень. По обзорности здесь все великолепно. Стойки не загораживают ничего. Да, они большие, да, они массивные. Но вы вот по сравнению с габаритами автомобиля, вы как-то вот едете и ощущаете себя хорошо, комфортно. Зеркала для кого-то покажутся, может быть, немного маловатыми, опять же, для такого размера автомобиля. Но я ехал, мне вполне хватило этого размера. Опять же, вот это вот вся приборная панель, которая настраивается как угодно у вас. Это то, что нужно. Вот здесь вы можете одним движением, вот так вот просто вводя пальчиком, менять отображение приборной панели. И у вас тут все есть. Вот, есть большое количество виджетов, которые могут отображаться у вас на вашей приборной панели. Выбираете все это. Вот здесь тоже значки по краям. Опять же, настраиваете как угодно. С правой стороны вот здесь у вас отображаются разные циферки. Ну, карта у нас вот здесь, на большом экране и на огромном HUD проекционном дисплее. Он большой, он классный, он, знаете, действительно как какой-то экран такой, то есть какая-то 3D реальность. И вот вчера я ехал, я HUD особо не люблю, но вот здесь он мне понравился, он мне не мешал вообще, я смотрел как будто на приборную панель. Но у него есть минус, в очках я его не вижу. Так, ну давайте протестируем, на что способен автопилот у NIO ES9. Вернее, удержание в полосе, друзья. То, что вам интересно, а не то, что мне интересно. Мне, конечно же, интересен автопилот здесь в Китае. Итак, скорость у нас 33, поставим 30. Вот, все, заезжаем в первый поворот. Что мы видим? Видим, до 21 он снизил скорость. Едем дальше. А вот теперь нас ждет поворот на 90 градусов.
все вы помните из наших обзоров. До 20, 19, 18, 17, 16. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. До 16 он наш сбавил. Слушайте, ну, прошел поворот, конечно, да. Но прошел он его очень так, с опаской, с такой, знаете. В принципе, я вам скажу так. Автопилот я уже протестировал. Ездили мы вчера на нем. Много очень. С супругой катались. Не самый лучший автопилот, конечно же, здесь. Он всего боится. На серпантине мы ехали, он пугается каждого поворота. Притормаживает, потом разгоняется, притормаживает. Ехать некомфортно немного. Да, он проезжает, он везде все проезжает, все хорошо, но вот есть такие опаски. Система полностью на английском языке, русского нету, но английский. Это уже хорошо. Голосовой помощник понимает английский язык. Hi, Nomi. Open the window. Okay, 打开了。 Пожалуйста, очень быстро, все четко. И он может с вами разговаривать на английском языке. Если вы знаете, либо учите, либо практикуете английский язык, можете с ним пообщаться. Вот этот голосовой помощник смешной, который вас всю дорогу смешит различными там картинками, танцует под музыку. В общем, тоже интересная штука, которая детей точно ваших порадует. Автомобиль мне действительно понравился. Как по управлению, вообще, так и по... Да, в принципе, по внешнему виду. Он такой массивный, такой, знаете, такой бегемотик такой большой. Красивый. Если вы спросите меня бы, допустим, да, взял бы я или нет, если были бы такие деньги, я бы не взял. Вот лично я бы не взял. Сейчас я бы не взял, потому что дорого. Но если были бы у меня такие деньги, я бы взял все-таки Zeekr 9X. Почему? Потому что мне не нужно возить президента. Мне не нужно ездить в аэропорт на встречу каких-то там, знаете, VIP-персон. Вот если вам нужно показать свою статусность, то, конечно же, вам нужен этот автомобиль. Именно он. Еще один минус, который мне здесь не понравился, это переключение поворотников. Я очень сильно люблю функцию временного запуска поворотника. Слегка нажали, у вас 3 раза он сделал и выключился. Здесь нет такой функции. Вы слегка нажали, и он будет у вас работать до тех пор, пока вы не повернете, пока не перестроитесь, чтобы он сам выключился у вас. Ну и посадка вот такая вот, моя самая любимая, которая была у меня самая любимая, не знаю, здесь даже... Вы знаете, в этом автомобиле она, мне кажется, даже не нужна. У вас это управление по проводам, вот, вы едете и вот так управляете автомобилем. Я здесь ни разу не поднял руку, не положил на подоконник. Но если у вас есть такое желание, пожалуйста, он широкий, комфортный, мягкий, удобный. Можно ехать и вот так. В общем, друзья, свой консерватизм выбрасываем, да, и начинаем жить по новым стандартам. А новые стандарты, вот они, о чем говорят, что все автомобили... Я думаю, что уже через год мы все будем ездить вон там, вот на заднем ряду. Здесь будут ездить роботы. Не роботы, а система автопилота. Поверьте, я уверен, что вот эта система управления по проводам, она именно для этого предназначена. И к этому мы уже подходим. У нас был ролик про BYD, где они гарантировали год уже гарантии при езде на автопилоте. А это первый шаг. Они все боялись сделать первый шаг, а тут BYD, компания, у которой не самый лучший автопилот. Далеко не лучший автопилот. Она заявляет о том, что они гарантируют, понимаете? А что уж говорить про лидеров, про Huawei. Все. Через год мы получаем полноценный автопилот. И мы ездим все вон там. Это моя мечта. Я вам тут сказал, что я бы взял Zeekr 9X. Zeekr 9X, он гораздо стабильнее в поворотах. То есть эта машина, она, как я сказал уже, для президентов, для VIP-персон, которых не будут вот с такой скоростью вот так ввозить в поворот, ввозить. Крены здесь есть, крены большие, но у нас версии, еще расскажу, без активных стабилизаторов. А вот что нам покажут сегодня активные стабилизаторы, вы узнаете в конце ролика, поэтому не переключайтесь. А сейчас мы замерим радиус разворота у этого гиганта. Длина более 5,3 метров, друзья. Оп, кажется, мы уперлись в бордюр. Друзья, я все время забываю, что здесь у нас руль по проводам. Нету рулевой рейки, понимаете? Вот, это максимальное положение руля. 5,36 длина, 3,25 колесная база. И мы развернулись.
Ну что, давайте замерим, сколько у нас тут получилось. 11,5. Но она находится в максимальном положении. У нас все автомобили были ближе. То есть получается где-то 5,8, да? 5,7. Заявленные 5,4. Я, честно, удивился, потому что я знал, что заявленные 5,4, и я думал, что она лучше развернется. Слушайте, ну что-то здесь не так. Давайте сделаем еще один замер. Итак, второй замер, друзья. Сейчас я максимально держу руль. Здесь, понимаете, с этим рулем чуть-чуть немножечко не дожал, и у тебя уже цифры совсем другие. Вот. Раз, два. 11. Вот, 11. 5,5 метров ровно. Вот это уж другое дело. Понимаете, в чем хитрость? Что вот этот руль по проводам, он обманчивый, он очень обманчивый. Если, допустим, в обычной машине вы бы чуть-чуть не довернули там на пару градусов руль, это бы особо не сыграло никакой роли. А здесь эти пару градусов, они играют роль. В первый раз я боялся сломать его, то есть я как бы вроде упер его так чуть-чуть, но не стал дожимать. Понимаю, что там рулевой рейки нету, понимаю, что здесь электроника, механизмы, думаю, сейчас как что-нибудь там вырву. Но в итоге вот оно. Разница аж в целых 50 сантиметров. И вот сейчас мы едем, друзья, по нашей деревенской дороге, где разбитые участки, где люки старые, неремонтированные. В общем, подвеска проглатывает все очень мягко. В салоне нету никаких пробивок. Я сейчас даже в яму заезжаю, такие вот жесткие. Слышно, как там все это отрабатывает. Здесь же едешь как в очень комфортном, мягком автомобиле. И вот сейчас мы спускаемся на парковку, на подземную. У машины автоматически включается помощь спуска с горы. Она определяет, что идет спуск, определяет уклон, и она помогает вам аккуратно спускаться, не надавливая на педаль тормоза. Это тоже хорошо. А сейчас, ребята, я почувствую себя боссом немножечко в этом автомобиле. Здесь у нас затемненное полностью пространство. Я могу даже крышу закрыть. Вот так, чтобы вообще уединиться от всего мира. Вот эту сеточку я уберу. Как вы помните, здесь настраиваемая у нас регулировка затемнения, да? Но не в этой комплектации. Здесь у нас просто тонировка идет. Если возьмете комплектацию повыше, у вас будет автоматическое затемнение, которое мы вам показали на обзоре. Если вы не видели, посмотрите, еще раз напоминаю. Там много чего мы рассказали про этот автомобиль. Сидеть здесь максимально комфортно. Я сел тут сам за собой, полностью развалился. Если вы помните из нашего, опять же, обзора, это единственный автомобиль, где я 3 раза сел сам за собой. Мы сейчас едем по неровной дороге. Шумоизоляция прекрасная. Я не чувствую шума ни от дороги, ни от стекол. Все прекрасно, все замечательно. Опять же, подвеска мягко отрабатывает, сглатывает все неровности. Опять же, редкость на заднем ряду, атаманка, которая подходит мне с моими ногами длинными. Вот, пожалуйста, я еду комфортно, все замечательно. Заявленное ускорение у NIO 4,3 секунды. Давайте проверим, насколько они обманули нас, а может нет. Так, резиной завоняло. Так, ну что, ускорение 4,3 секунды ровно. Все нормально. А вот по тормозам что-то как-то слабоватенько. Ладно, справедливости ради, я ехал со скоростью 125 км в час, не 100. Поэтому не сотни это было торможение. Но к плюсу хочу сказать, что тормозила она очень ровно. Не было никакого поползновения, никуда ее не кидала. Тормозила четко, прямо. ABS отрабатывал очень хорошо. Вот сейчас со скорости 95 тормозил. Уже получше, да? Уже не так улетел далеко. И вот, кстати, мне понравилось ускорение в эко-режиме. 8,5 секунд. Хорошо. В 2 раза медленнее, чем в спорте. Правильно настроены моторы. Это то, что мы любим. Следующий минус – это расход, друзья. Вот сейчас мы ездим 55 минут. Это вот только что касается сегодняшних наших тестов.
Да, мы сейчас делали ускорение, вы сами видели до сотни. Я пару раз разогнался всего лишь, пару раз. Все остальное время это был такой неспешный, такой ритм был. 30,5 киловатт-часов на сотню. Это вот за 55 минут, 22 километра. Для электромобиля расход, конечно же, большой. Да, полный привод, я все понимаю, да, машина тяжелая, но, тем не менее, в эко-режиме хотелось бы, чтобы она ехала гораздо экономичнее. Хотим протестировать, как поведет себя автомобиль, если я не буду держать долго руки на руле в режиме держания в полосе. Капец, как страшно. Быстро, кстати. У меня тут звуки в колонке, подголовнике. О, ремень задергался. Музыка в подголовнике все громче и громче. Ремень перестал дергаться. Она включила аварийку и остановилась посередине дороги. Прикольно. Ребят, доработайте, пожалуйста. Дорогие ниовцы, это неправильно. В таких случаях машина должна вставать на обочину. А сейчас будем кружить по виадугу. Попробуем на скорости 80. Давайте начнем. Дорогу держит, не сносит. 60. 60. 60, 60, 60, 60. Вот чуть-чуть у нее есть. 65. Хорошо. Было бы чуть-чуть пространство пошире, я, конечно, прибавил. А так неплохо. Знаете, какой кайф у этого автомобиля? Вот с этими со всеми мощностями, что 100, 120, 100, 180 она делает вот так вот. Сейчас мы вам покажем. Давайте замерим ускорение 100, 140. 140. Окей, давайте 120, 160. 120 и 160. Ребят, я говорю, вот у автомобиля мощности предостаточно на любую скорость. Что интересно, в сухую погоду, когда я тестировал этот автомобиль, от стойки свист идет хороший на 150 плюс. Сейчас идет дождик, вообще как будто бы проблем нету с шумкой. Вообще этот автомобиль дает монументальную точность управления. Благодаря системе рулежки по проводам она вот входит в траекторию так, как вы хотите. Это вот словами не описать, ребят, честно. Вам, если получится, надо это попробовать. Многие говорят, это небезопасно, что если сломается. Давайте подумаем, что может сломаться, и напишите мне в комментарии. Вот оно прям вот так, что ли, да, сломается? Да нет же. У этого есть все, запас прочности, надежности, там, двойная система, тройная система безопасности. Управлять этим автомобилем — это вот тот момент, когда, наверное, после Denza Z9 GT я бы сказал одно удовольствие и только. Боже, просто вот на нем так кайфово ездить вдаль, куда-нибудь. Да просто детей в школу было классно развести. Касательно педали ускорения, тормоза, здесь тоже все понятно, все четко. Вы можете настроить под режимы для себя. Они на руле, кстати, выбираются. Выбираем, допустим, комфорт. Здесь мы можем тут же сделать поднастройки. И подвески мягкая она, либо она ультра мягкая, либо она стандартная, либо там жесткая. Рекуперацию тоже можем выбрать от уровня от 0 до 6. И это в каждом режиме. Здесь режимов 5. Комфорт, исполнительная, эко, спорт и настраиваемая, кастомая. Еще, ребята, есть 6-й режим Эко плюс мод. Активировав его, вы уже можете там отрубить некоторые функции, и у вас автомобиль проедет дольше. Плюс ко всему, здесь есть режим Snow Mode, покидание препятствий, когда вы там закопались, да, лужи, такие прям моря, по которым вы плаваете, и Easy Motion. Очень комфортный такой будет, развалистый весь автомобиль. Это очень богатые настройки. Даже если вас что-то не устраивает, вы можете подкрутить, и все будет круто. Комфортность посадки классная. Можете настроить под себя как хотите.
тут даже подголовник регулируется. Так что вопросов к регулировкам отсутствует. Еще классная тема, что полностью можно менять визуал приборки, и сразу же меняется ambient подсветка. Нажимаем в темы, и тут есть много чего. Вот эта классная темка с фарами. Такая врум-врум. В общем, и здесь информация даже меняется. Поэтому, опять же, поднастроить под себя можете как угодно. Когда получили этот автомобиль на тест-драйв, первое, что, естественно, я сделал, это стал проверять ее на крены. Я такой, что за... Почему она заваливается? Первый вопрос. А у нас какая комплектация? А комплектация это у нас обычная, и поэтому у нее есть крены. Но я не могу сказать, что она прям вот сильно валится, как это у лишки, у стандартной. То есть обычная лишка по кренам проигрывает. И вот сейчас мы прокатимся на машине с 48-вольтовой системой стабилизации и посмотрим, как там. Наверняка многие из вас смотрели обзоры на Tesla Cybertruck, и вот там информативность руля отвратительная. Здесь же все четко, несмотря на то, что здесь управление по проводам. Смотрите, едем 104. Отклик просто великолепный. И вот в отличие от Ливиса, колеса моментально реагируют на руль. Сразу же. У Ливиса, если вот так начинаешь делать, там примерно как у Cybertruck. Они просто стоят. А здесь реакция молниеносная. И да, несмотря на то, что это автомобиль практически 5,4 метра в длину, он по управляемости ощущается как какой-то городской хэтчбэк. Ну вот в моменте, когда вы играете в шашечки. Потому что благодаря подруливающей задней оси маневренность великолепная. Максимальное, что я выжил из этого автомобиля, это 22. Не сказать, что было страшно. Был полностью уверен в автомобиле, просто у меня жена рядом сидела, сказала, давай, прекращай. И заявленная, кстати, максимальная скорость 220. Но у меня было ощущение, что она вот может больше. Машина на таких скоростях цепляется в дорогу и прям вот как по рельсам едет. Вчера был жаркий день, и вот мне на протяжении всего дня не хватало мощности обдува сидений. То есть, ну, хочется больше и холоднее. Есть чем сравнивать, и точно могу сказать, что, допустим, у меня в том же минивэне это ощущается гораздо лучше. Один для меня лично большой жирный минус, то что на автопилоте и просто в удержании в полосе максимальная скорость 120 км в час. Даже не 130, 120. Касательно ароматов в кондиционере, в базе, по крайней мере, то, что у нас сейчас здесь есть, это цитрусовый, роза и какой-то там древесный. Ну, по крайней мере, аромат древесный. Как это перевести, я даже не знаю. Пересаживаемся на Signature Edition и смотрим, как работает 48-вольтовая система стабилизации. Лучше ли машина едет или нет. Погнали. На 70 км в час вообще стоит хорошо. Да, разница, ребята, ощутимая. Стоит переплачивать, конечно, за такую стабилизацию. Это факт. Хорошо. В общем, ребят, если честно, ожидал чуть большего. По факту, да, автомобиль чувствуется увереннее на дороге. Кренов меньше, но они не нулевые. То есть автомобиль стал при поворотах более спортивный. Дорогу он держит так же, ничего не поменялось, все великолепно. То есть здесь конкретно, когда вы покупаете версию Signature либо Horizon, вы платите по подвеске именно за комфортность в спортивной езде. Вот так вот. А все остальное, все туда же. Скорость 40, 50 проглатывает вообще. Именно на сжатие работает великолепно подвеска. Друзья, ну что, подведем итог. NIO ES9. Автомобиль, который мы назначаем электромобилем для президента. Так точно. Действительно, просто лакшери автомобиль, где даже президент может возить свой чемоданчик с красной кнопкой. На сегодняшний день я, наверное, не знаю другого какого-то люксового электромобиля в Китае. Нету. Из китайских. А в принципе, если брать электромобили, то вообще, наверное, нету. Который по лакшери, по своему, именно из кроссоверов,
соответствовало бы вот такому классу. Тут еще не только, Леш, лакшери, еще и технологии. Да. Еще, вот, понимаешь, steer-by-wire, тормоза по проводам, рулежка по проводам. Это, ребята, то, что вы должны попробовать. Это что-то с чем-то. Да. Сначала вроде бы садишься, думаешь, да плюс-минус то же самое. Вот ездишь на ней день, кайфуешь, пересаживаешься на обычный автомобиль и начинаешь вот эту вот фигню делать с рулем. Я У такой, тебя сегодня было, да? мне такое? это не понравилось. Мне нравится вот так вот. Да, Все, в любом. да. Одной рукой. Одной рукой, без на любой перекладки. скорости. Все. Действительно, это что-то такое необычное. Интересный мы получили опыт сегодня. Но вот я бы сейчас хотел подвести к тому, что, Антон, купил бы ты себе этот автомобиль? Вот, Да. допустим, я Да. понимаю, что для нас Да. это сейчас дорого, но, допустим, тебе с неба упало 600 тысяч юаней, купил бы ты этот автомобиль или взял бы что-то другое? Если с неба просто так достались, я беру максимальную версию и ни о чем не думаю. ES9. ES9, потому что это дизайн уникальный, это экстерьер уникальный, поэтому вот то, что надо брать. Ага. Если я их честным трудом заработал, я бы тут, наверное, подумал, что взять. Оптимальную базу, вот лакшери версия. Так, у нас всего есть три Три. версии, скажем Да. так, разобьем их на 3 версии. Чем отличаются они? Ну, по большому счету, они отличаются тем, что у Signature и Horizon есть 48-вольтовая система стабилизации. Мгм. У Horizon уникальный экстерьер и интерьер. Там, ну, двухцветные, там, горы, вышивка туда-сюда. Мгм. 2 чипа от Shenzi, вот эти вот новые. Да. И все. По большому счету все. Ну, там музыка, хрусталики, там вот это вот Diamond, вот, ну, неважно. Мгм. То есть, если брать, я бы смотрел на заработанные, честно, деньги. Либо Signature Edition, либо Luxury. Luxury без 48-вольтовой системы едет тоже хорошо, мягко, классно. Я уже говорил о том, что вот я сел, поехал, думаю, да вроде ничего особенного. Все познается в сравнении. Пересел я на айдишку, пересел я на сяжку и такой, я все понял, шикарно она едет, очень даже шикарно. Мне очень понравилось. Да. Мягкая подвеска. Да, вот здесь, в этой версии, без стабилизаторов, крены, конечно, большие. Но я понимаю, что автомобиль этот предназначен для того, чтобы мягко, медленно, плавно вести VIP-персону. На ней не хочется раздавать. Вообще не хочется. Но на трассе на ней хочется ехать 150 плюс. В общем, друзья, напишите в комментариях ваше мнение. Вы знаете, меня честно поразило, что Антон мне сказал, Антон занимается у нас подбором и выкупом автомобиля, и он мне сказал, что у нас много заказали ES9. Я поразился, когда мы снимали обзор, я думаю, ну это так, просто обзор, знаете, так для галочки, типа показать технологии. А люди раскусили, понимаешь, тогда еще его. Я раньше думал, что вообще его не берут у нас в России. Берут. Берут. А сейчас, смотри, есть и простая зарядка, медленная, быстрая. Кстати, Только смены нету. только смены нету. А вдруг появится? Представляешь, тогда, как классно будет. В общем, ребят, я доволен всем от этого автомобиля. Там наступает на нас грозовой фронт. Ого-го-го. Надо бы собираться. Ладно, ребят, в общем, до встречи через неделю. С вами, как всегда, была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Жамкайте колокольчик. Вообще самый главный минус этого автомобиля в том, что он адски дорогой для меня. Не могу себе его позволить. Вот просто плачу, вот хочу его, а работать надо больше. Антох, давай.